несколько кустиков только колючих. Okay, so let's go on if there are other questions. И давайте вернемся к вашим вопросам. Или комментариям, кто посмотрел и у кого есть мнение, которым вы готовы поделиться. Может быть, впечатлением, какое на вас произвел впечатление этот сериал, о чем заставил задуматься, как вы увидели по-другому, может, как-то повлиял на то, что вы знали до этого. Кто готов, просто включайтесь и это самое. Мы будем слушать вас. Давай, Анечка. Yes, please, Anna. Да. For me, я скажу на русском вначале. Давай. Я этот фильм посмотрела дважды. Первый раз было много лет назад, и сейчас второй раз посмотрела. I watched this film 2 times. First time it was a few years ago, and now. И для меня и тогда, и сейчас очень сильно бросилось в глаза несколько вещей. Одну из них я скажу. В начале фильма, когда начинается фильм, включается Шила, и свой рассказ о себе она начинает словами «Я никогда в жизни не медитировала». In the beginning of the film, Sheela begins talking about herself, and she represents herself with the words like «I have never meditated in my life». И для меня это стало таким удивлением, такой конфьюз в голове, какой-то диссонанс, как Ошо мог назначить такого человека управляющим коммуны, который уже изначально не понимает этой волны, не понимает, что такое трансформация, и как бы ставить себя выше вот этого. Мне не надо медитировать, я и так все могу сделать и понимаю. Я уже... Translate this part? Yeah. You understand? Yeah. So for me, it was... Лучше переводи, потому что у нас есть... For me, it was right... for me, it was rather astonished that Sheela never meditated and how Osho could put her on this place to manage this big commune. The person who never understand what is it transformation, never shows her real emotions, always put herself over this commune, like I don't need to meditate because I am already better or cleaner than all of you who come here, something like that. Yeah. So in English we say hindsight is 20/20 vision. We see something afterwards, we can see it clearly. И Самудро говорит, что после того, как что-то случилось, и мы смотрим на происшедшее, мы можем это увидеть более ясно, чем в моменте. So it looks like even later when Osho went back to Pune 2, he also understood his mistake. И позже, когда Оша вернулся в Пуну второй раз, он тоже увидел, осознал, признал свою ошибку. Well, he didn't say it very clearly. Он не сказал об этом. But basically, очень ясно. Basically he was blaming Sheela that she never meditated. But then why? Yes, exactly this question. Well, why did you choose? Оша говорил, что Шила никогда не медитировала, обвинял ее, и, конечно, тогда встает вопрос, почему Оша выбрал ее. And he said he didn't need a meditator, he just needed someone powerful to help build the city. И Оша сказал, и Оша сказал, что ему нужен был кто-то сильный для того, чтобы построить этот город. Right, now let's look at another way. Давайте посмотрим на это еще по-другому. I felt Самудро that чувствует, although Osho was talking about meditation from the beginning, from the early years, и Оша говорил о медитации от самого начала коммуны. It was for my first 7 years of sannyas until 1987. There was not much emphasis on meditation. Да, до 1987 года. It's okay. So although you can read Osho's books and listen to his, мы можем читать книги Оша, слушать его дискурсы. Right? It was still considered if you are meditating, you're a new person. И это о том, что если вы медитируете, вы становитесь новым человеком. People who arrive, люди, которые приезжали, they go and do meditation camp.
Они проходили медитационный кэмп, they do some therapy groups, они проходили терапевтические группы. but then the next higher level was to become a worker. И следующий уровень, более высокий, они становились рабочими в коммуне. So Начинали that, работать в коммуне. and if you lived inside the ashram, oh, you're, И если ты живешь внутри ашрама, ты You know? уже там, ну, right? Then повыше. if you live in the same house as Osho, oh, А если ты живешь там рядышком с Ошо или в том же доме, где Ошо, это ого-го. То есть, So- опять же, об иерархии. there was a very clear Да, hierarchy. была очень четкая иерархия. в And коммуне Ошо. meditating was for the beginners, А медитация была для тех, кто right? приезжал. So this, you can see also later this, we can also see that there's this concept that to be in love with the master is equal, or if not more, than meditating. И есть такая концепция, что любовь к мастеру, она даже больше, чем сама медитация. So while Osho was alive, we had this understanding he will not be alive forever. И пока Ошо был жив, вот Самудра говорит о себе, и общаясь с другими саньясинами, они понимали, что Ошо не будет жить вечно. So to be with him was like number one. И быть с ним это было приоритетом номер To один. be in his atmosphere, Быть в его энергии, which was в его amazing, присутствии. really was an amazing experience. И это Really was. действительно невероятный опыт. I have no doubt that Osho wasn't like. Самудра ни на мгновение не сомневается, что Ошо был просветленным. And we had that feeling that he was Buddha, И he да, was Jesus, саньясинов было ощущение, что перед ними Будда, перед ними right? как Христос. Yeah. человеческое So to be with существо. such a rare being И быть с таким редким человеческим was существом, the highest level. это высший уровень. And we got this message that to work, you work as a meditation. И было такое послание для саньясина. Ты работаешь, и твоя работа – это и есть медитация. For example, dynamic meditation is for new people. Например, динамическая медитация, она была для новичков. Just 1 hour, Только часик. right? But to work in the ashram, 12 hours a day. It's Но like работать dynamic в for 12 ашраме hours. 12 часов в день – это Right. как динамика 12 часов Right. в день. So then, you know, personally, I think it was his mistake, Osho's mistake. И Самудра думает, что это была ошибка Оша сделать Шилу секретарем, Yeah. пригласить Шилу. Absolutely, I think. Мгм. So the secretary before Sheela И секретарь, которая была до Шилы, was really a spiritual person. она была действительно духовным человеком. Her name was Lakshmi, Ее имя Лакшми, Ma Yoga Lakshmi. Ма-йога Лакшми. And I feel it was Osho's mistake to shift from Lakshmi to Sheela. И Самудра чувствует, что это была ошибкой Оша, передать полномочия Шиле. But Lakshmi was really Indian. Но Лакшми, она такая действительно индийская женщина. The closest analogy would be like the mother for Sri Aurobindo. Это ближайшая аналогия, наверное, Лакшми для Оша, как мать была для Шри Ауробинда. A woman who could help support his Женщина, которая поддерживала во всем mission of being его a spiritual миссию быть master. духовным мастером. But Sheela Sheela had been educated, been into university in America. She had a green Но card. у Шилы, опять же, абсолютно другая история. Мы можем посмотреть на это следующим образом. Шила была образована, она получила образование в Америке. Это тоже какой-то плюс ей, потому что Оша ей поверил, что So, она что-то знает. so we also had this understanding from Osho was that he had different stages or phases of his work. И также есть еще такое понимание, которым поделился Оша, что у него были различные периоды в его работе, в работе коммун. So, and everything changed as he changed different phase of work. И все менялось на каждой из вот этих разных стадий. So when he started the ashram in 74,
Когда Оша начал ашрам в Пуне в 1974 году, basically there was a structure that existed for several years. и там была структура, которая существовала на протяжении 7 лет. And he always talked about 7-year cycles. И Оша всегда говорил о 7-летнем цикле. So from 74 to 81, it's one cycle. С 74 по 81 это был первый цикл. And this was basically, Lakshmi was the secretary. И в это время Лакшми была секретарем. New people were meditating, older Новые people люди were working. медитировали, люди, которые уже были в коммуне, они работали в And коммуне. we would go and listen to Osho speak in the mornings. И все приходили, чтобы послушать Оша утром. And you know, you could also go through therapy groups. Можно было пройти через терапию, группу And in the evenings, а вечером there would be energy transmissions. была передача энергии Оша. So it was quite mystical time. Это было такое мистическое время. But also it was, you know, a lot of the people were like hippies, young people from the West. В то время очень много молодых людей приехало с Запада, вот And хиппи. we were looking for something like. И это были такие искатели, они искали что-то. You know, we were not, maybe many of us not happy with the Western life, and we're looking for spiritual life. Многие были недовольны той жизнью, которая была на Западе в то время. Они искали духовную жизнь, искали какое-то другое направление. And he was always talking about in the future, in the new commune, he will be in silence. И Оша часто говорил о том, что в будущем, в новой коммуне, он будет находиться в тишине, он не будет говорить. And that the connection between master and disciple would be in silence. И связь между мастером и последователем будет происходить в тишине. Right, that's already going on to another topic. И уже к другой теме мы переходим. Okay, so actually, I should start to talk about how Osho's communes connect to the chakra system. И Самудра следовало бы начать с того, как коммуны Оша связаны с той чакральной системой, которой Самудра нас обучает. But before I go on, because that's a bit, you know, maybe my unique perspective. Это может быть уникальное видение Самудра. Because I work a lot with the chakras. Потому что Самудра много работает с трансформацией энергии чакр. If I start on that topic, it's going to be, you know, a bit longer. So let's just open it up again. Если Самудра начнет с этой темы, то мы можем очень затянуть. Any other comments or questions? Okay, next question. Следующий вопрос. Знал ли Оша о том, что делала Шила в коммуне в плане прослушивания, отравлений и так далее? So did Osho know about what Sheela was doing inside the commune? The tape recording, the tape wires, and the poisonings. And what was the last word? Poisoning. Poisonings. Poisoning. Poisonings. Okay. It seems no, he didn't know. И похоже на то, что Оша не знал об этом. Until Sheela left. До того момента, как Шила покинула коммуну. So how much is true? I don't know exactly. Maybe only Osho and Sheela really know. И сколько в этом есть правды, никто не знает, может, знают только Ошо и Шила. We were informed that Sheela was meeting him every day. И то, что знали последователи Оша, они знали о том, что каждый день Шила встречается с Ошо, Ошо встречается с Шилой. So, as I said, he was in a period of silence, which is. И как раз получилось. Так произошло, что в это время Оша находился в тишине. So let's say on the spiritual level, давайте скажем так, для духовного уровня, на духовном уровне. He's not just, you know, he's a spiritual master. So that он духовный мастер. That's why I was there. И вот почему Самудра был там. I was not interested in being part of a new commune or alternative lifestyle.
Самудра не сильно интересовало быть частью новой коммуны или альтернативного способа жизни. That was secondary. Это было вторичным. The primary reason for me was to be with an enlightened master. Первичным было быть рядом с просветленным мастером. And to accept he is my master. И принять то, что он есть мастер Самудра. Which means to trust his vision, his decisions. Это значит доверять его видению и его решениям. So having been with him already a few years before the commune in America started. И до этого несколько лет Самудра уже был в Индии, в коммуне, и жил там. I've been through the meditations, been through the therapy groups. Медитацию, через терапевтические группы. And I was a worker in the kitchen. Самудра работал на кухне. And receiving his energy transmissions. И получал трансформацию энергии от Ошо. So when he said he was going to go into silence, I felt, oh, this is amazing. This is и perfect. Когда Самудра услышал о том, что Ошо будет находиться в тишине, Самудра почувствовал, это прекрасно. Always I was waiting that we would sit one hour, 2 hours with him in total silence. Самудра давно ждал, что будет эта возможность находиться рядом с мастером в полной тишине и вот таким образом. Right, so he had decided this is the way he's going to work with us spiritually. И Ошо принял решение, что это его способ духовный работать с его последователями. Now this is something that cannot be in any video. It cannot be in any documentary. И это то, что невозможно передать ни в каких документах и невозможно показать ни в каком видео. Perhaps you can get a little taste of it when you listen to his talks. Может быть, вы можете почувствовать небольшой вкус этого, и когда вы слушаете записи Ошо. The main thing was the energetic transmission from master to disciple. Самое важное было это передача энергии от мастера к последователю. Now that is also in maybe in some other traditions they also emphasize this. И это есть также и в других духовных традициях. In Vajrayana, Tibetan Buddhism, в тибетском буддизме. There's an emphasis on having transmissions of energy. Также мастер передает энергию. So that we understood was the major thing, to be with the master in silence. И ученики понимали, что это самое важное, это приоритет, находиться с мастером, быть в тишине, быть в присутствии. But the way he established that hierarchy, но то, как было все структурировано в коммуне, his choice, это его выбор. He was in his private home. Он находился в своем частном доме. And he would not talk to anyone. Он не говорил ни с кем. Except his secretary. Только со своим секретарем. Maybe his doctor, his dentist. Может, со своим доктором, со своим стоматологом. Or Vivek, his. Может быть, со своей девушкой. Basically, we can say his girlfriend, yes. So he only spoke a few minutes to these, Sheela, and Devaraj, his doctor, Devagit, his dentist, maybe just like 3-4 people he would talk to. 3-4 человека, с которыми Ошо говорил. And on a daily level, I think mostly just Vivek, his girlfriend, and Sheela. И ежедневно, может быть, это только Ревека и секретарь Шила. Right. So, how does he know what's happening in the commune? Как он мог узнавать о том, что происходит в коммуне? Would be what Sheela tells him. Конечно, это то, что рассказывала ему Шила. Right. Now, the thing is that Sheela then had the power to influence or to make decisions for this community of people. И таким образом у Шилы появилась власть принимать решения для того, в каком направлении будет двигаться коммуна. And for the first few years, I think it was quite okay. Everything was going well. И первые несколько лет все было достаточно хорошо. Commune was building. It was really amazing. Это было действительно чудесным. When I was there, I felt it was really paradise. Когда Самудра был там, он чувствовал, что это действительно как рай. It was when we arrived there, it was like desert, and when we left, it was an oasis.
И когда они приехали туда, это была пустыня, а когда они уезжали оттуда, это уже был рай, земля, деревья. We really transformed the land. Им удалось действительно изменить землю. And we were the first community of people to do like 95% recycling. И они были первой коммуной, которая использовала переработку, organic farming, органическое земледелие. the best food I've ever eaten anywhere in the world. Лучшая еда, которую Самудра кушал, когда бы то ни было. So much energy in the vegetables we В were этих growing. фруктах, овощах было очень много энергии. And it was cooked with love. И это все готовилось с любовью. So, you know, this is the other big thing that's missing from the documentary. И это еще одна вещь, которую не показали в документальном сериале. It was a commune of love. Это была коммунити людей. We were so happy. Они были счастливы быть We там. were happy to work 10 hours, 12 hours, Были счастливы работать по 10-12 часов. but tired. Конечно, уставали. Happy but tired. Уставали, но были счастливы. Now, but the last year of Sheila's И последний год period of периода Шилы, being in power, когда она была секретарем во своей власти, things did start to get strange. стали происходить странные вещи. Most of the time I was in England and then Germany in the communes there. В большей части времени Самудра находился в Германии, в Англии, в тех коммунах, которые развивались там. But I could feel the whole atmosphere was getting more controlled and a bit less happy. We're more, don't feel free. И Самудра чувствовал, что меняется, что больше появляется контроля и меньше свободы становится. And some moments I thought about leaving. И были моменты, когда Самудра даже хотела оставить это все. Especially when I was in the German communes. Особенно, когда Самудра был в коммуне в Германии. And especially when the work then became 12 hours, then plus watch 2 more hours of video, 14 hours a когда day. 12 часов нужно было работать, а потом еще 2 часа все вместе смотрели видео. But I still felt so much love and trust for Osho. Но внутри Самудра было очень много любви и доверия Ошо. That I continued. Самудра продолжал. And out of that trust, И вот это вот доверие I was chosen to go to the привело к тому, therapy что training. Самудра был выбран и стал терапевтом Ошо. So, all right. But in that last year, it was basically, we can see the Wild Country is showing us what was going wrong. И последнее время, вот вы можете увидеть в сериале, там показано больше о том, что было неправильно. And one of the first things that went wrong was when it was decided to invite the homeless people. И самым первым неправильным решением было пригласить бездомных людей в коммуну. I think it was already in 1984. Это было в 1984. Yeah, and when I heard it, И когда Самудра узнал об I этом, remember I was in America in the commune at the time, в это время Самудра был в Америке, в and I thought, коммуните, this is stupid. и Самудра понял, это глупое решение. And if I hear this as a gossip on the bus, И Самудра это услышал, как кто-то болтал, сплетничал в автобусе об этом. then of course the police and the FBI will know about it. И понятно, что полиция и все другие, скажем так, со стороны So, Америки узнали об этом. so one of the problems with Indian personality, Одна из проблем с индийской персональностью, личностью Osho and Sheela, Ошо и Шила, is a certain arrogance. они были очень высокомерными. They think they know everything. Они думали, что они все знают. They somehow think Westerners like a little bit, I don't know, different. И западные люди, они другие. But like Westerners, we don't understand energy and we don't understand spirituality. И люди на Западе не понимают, что такое энергия, что такое духовность. But the main difference of Indians and Westerners Но самая большая разница между индусами и людьми из Запада, is that for Indians, everything is a play.
А для индусов все это все игра, Everything is lila. все So, oh, politics. Okay, let's play politics. политика. Да, поиграем в политику. Okay, visas. Виза. Oh, it's not Вообще не serious, серьезно. right? So, Придумаем, как это решить. you know, and I was also in this belief at that time Самудро также верил в это все в то время. that what we were doing И with our alive master и то, что вот они делали со своим мастером, was the real thing. это были реальные вещи. This is, and what we felt, our love was real. И то, что мы чувствуем, они себе говорили, это вот реальная жизнь. And the rest of the world, А весь другой мир вокруг, they are just living a lie. они просто живут во лжи. So, you know, Osho's teaching, you know, Учение Ошо. many of you have read his books. Многие из вас читали его книги. Maybe you agree Может быть, вы согласны, that marriage in society is not love. что замужество в обществе – это ложь. So what we experience is real love. И то, что проживали вот саньясины, это есть реальная любовь. And marriage is just a piece of paper. А замужество, супружество – это только кусочек бумаги. So we want to be with our master. И, как вы уже услышали, в приоритете было быть с мастером. Вот любым путем, но быть с мастером. Passports, Паспорта, visas, визы, marriage certificates. сертификат They're just замужества. annoying pieces of paper. Это просто эти кусочки бумажек. So that's the game they play. И вот в эту вот игру они играли. So they say we need this document called a marriage paper. Сказали саньясинам, что для того, чтобы они смогли находиться Right. там, Oh, сертификат, so if I потому что они вот имеют жен в Америке или so мужей. if the price to be with my master is И если цена быть с мастером, to find someone to marry, найти кого-то, на ком нужно жениться или So- выйти замуж, so I can have a green card. Самудро тогда будет зеленая карта, Okay, I'm ready to give готов $5,000-$10,000. 10 000 долларов за это So заплатить. that I was thinking about it. I was actually И trying to, Самудро думал об you этом. know, I also believe this marriage is just И nothing. Самудро думал, что все это замужество, все это вообще So, ни о чем. but we did not respect the rules of that society. Но то, что Самудра видит сейчас, они без уважения относились к тем законам, которые были в обществе, в стране, в которую они приехали. Right? Their laws are challenges. И их законы были вызовом для... Or we'd say now, для the laws, the passports, the visas are our koans. И паспорта, визы, это было каном, который нужно было каждому в коммуне решать. How do I get a visa? More important than who am I? Гораздо важнее получить, чем узнать, кто я есть. Right? Who is inside the country, not who is inside me. Кто там внутри страны, а не кто внутри That was the меня. more pressing question. Это более сочный, важный вопрос был на то время. So we generally, we have no respect to American laws. И не было никакого уважения к законам в Америке. And this is what I meant by the Indian arrogance or the sannyasin arrogance. We think their laws are stupid. И Самудра видит это высокомерие, которое было у саньясинов, которое было у индусов, что они считали, что все эти законы в Америке, они бестолковые, In не reality, подходят им. there are thousands of people who want to live with our В master. реальности тысяча людей, мы хотим жить со своим мастером. In reality, we have lots of love between us. У нас в реальности много любви между нами. In reality, we enjoy living together. We enjoy celebrating life. И в реальности нам нравится жить вместе, мы празднуем эту жизнь. Right? And your laws are stopping us. А ваши законы, они нас Your останавливают. pieces of paper. Ваши кусочки бумаги. In reality, we want to make this land a paradise, and we did. В реальности мы хотим иметь эту землю, построить там рай, и они сделали это. But your paper says no, it's the wrong. That cannot be a city. That must be farmland. Но реальность американская говорила о том, что на этой земле, потому что эта земля принадлежит фермерам, не может быть построен город. So what in the first episode, what I really did like
И в первом эпизоде, что Самудро действительно понравилось, is the interview with the local neighbor farmer. это интервью с местным фермером. And he said basically, if, Sheela and her people, if they came friendly in the beginning, И он сказал, что если бы Шила и вот эти люди, которые приехали, если бы они пришли с дружелюбием к местным, and look, we want to create farm, и они рассказали о том, что они там Right. собираются and делать, and maybe things could have worked out. и, может быть, все по-другому бы But like развивалось. Sheela had a fighting attitude, Но у Шилы был этот желание, мотивация бороться, don't care about their laws. не вообще заботиться о тех законах, Like- которые были в той Like in стране, India, как в Индии. if you don't like the law, you just give a bribe to the Если тебе corruption. не нравятся какие-то законы, ты можешь там дать денег, то есть коррупция, If решить этот вопрос. if you lived in India, И если бы вы пожили там в Индии, corruption is normal. коррупция там, норма. It's the only way there is. Там только таким образом You- решаются вопросы. You have to give the policeman his money. Тебе нужно заплатить там полицейскому, Yes. кто там. But America's not the same. You can't do that openly in America. Но в Америке ты открыто не можешь. In Western societies, there is corruption, И в западном обществе, да, есть коррупция. but it's very hidden. Там она такая, спрятанная. You have to do it very politely and Надо very. это сделать очень так in a different way. вежливо и по-другому. But Sheela and Osho don't have that personality. Но у Шила и Оши нету этого They're just like- понимания, этой личности. They're just fighting from beginning Они с самого начала начали бороться. and thinking, Osho didn't help the situation. И Оша не помог этой ситуации. Later he was just giving insults to the, saying bad words about the local American people. И позже он сказал плохие слова о местных американцах. So, but anyway, go back to the question. И вернемся к вопросу. Still, as, like I said, the big turning point was when they invited the homeless people. И как Самудра сказал, что вот этим моментом, когда Самудра увидел глупые решения, было то, что пригласили бездомных людей в коммуну. And it was to then register them as voters to change the government, the local government, to take over the government of the local. И понятно, что эти бездомные были приглашены для того, чтобы у коммуны появилось больше голосов на выборах. So it's escalation. One side does this, the other side does that. И Then another. началась вот эта вот эскалация. Одна сторона что-то делает, другая сторона Yeah. отвечает. И, короче говоря, So there was no like, let's talk together, let's и work it не out. было там о том, давай сядем за No стол переговоров, friendliness, поговорим, no никакой negotiation, just fighting. только борьба. And if there's a fight, both sides are equally responsible. И в этой борьбе ответственны обе стороны. But we, Но Osho, Sheela, коммуна, us, all of Шила, us, все вот, вся we коммуна, Americans are wrong. We are right. They are wrong. было вот такое понимание, что американцы не правы, мы правы. Yeah, we have the real truth. У нас есть истина, We have the Buddha. We have the у нас Jesus. есть Будда, Иисус, This is the real truth. просветленный мастер, и вот это вот истина. And Osho was like encouraging us. We're going to take over not only the, he actually suggested we take over the local city, then we take over the whole country, the whole Oregon, and then we'll take over the whole of America, and then we take over the whole world. Подбадривал своих саньясинов, что не только это вот комьюнити будет находиться в Орегоне, потом они захватят город, потом они пойдут в целый штат, захватят Америку и по всему миру распространятся. So to invite the homeless people was so Для того, чтобы пригласить was just a бездомных, political game. это была политическая игра. Of course, the FBI understood immediately what's going И, on, конечно, ФБР сразу поняла, что происходит, and this just changed the whole atmosphere. и это сразу изменила вся атмосфера. This conflict was getting strong in the last year. И конфликт стал гораздо сильнее в последний год. So Osho was in silence. He only talked to Sheela. Оша продолжал находиться в тишине, он говорил только с Шилой. I think he agreed with her. Yes, you can invite them.
invite those homeless people. И, вероятнее всего, Ошо согласился с этим решением Шилы о том, что нужно пригласить бездомных I людей. don't know if it's her idea or his idea, И Самудра не знает, это была идея Шилы или идея Ошо. but stupid idea, Но глупая идея. right? You can't play politics with American politicians. They know politics much better than you. Ты не можешь играть в эти политические игры с правительством Америки, потому что они более образованы в тех законах в той стране, в которой они живут. У кого-то микрофон включен. So the atmosphere was getting more, the escalation was ramping up. It was getting stronger and stronger. И эскалация становилась все сильнее и сильнее. And then that's, when Sheela started making even more stupid decisions of trying to kill the local politicians. И когда Шила начала принимать еще более глупые решения о том, чтобы там убить кого-то из местных политиков, отравить, to put the food poison in the salad bar. Отравить салаты в баре, где So crazy. Это было ужасно глупое But решение. this is the big lesson. Но в этом всем очень большой урок. When you give someone absolute power, Когда ты даешь кому-то абсолютную власть, they do anything to achieve their goal. они способны сделать все, чтобы достичь своей цели. So, in the end, actually, a lot of people were sick. И в конце концов, конечно, многие люди заболели Right? тогда. Nobody died as far as we know. И никто не умер, насколько Although Самудра знает. there's some rumor that one of the homeless people did die. Кто-то из бездомных умер, But we're not confirmed. но не подтверждено Yeah. это. But as far as we know, in the end, actually, no one got killed in those 4 years of our commune. То, что Самудра знает, за эти 4 года никто не был убит. Compared to any other town in America, По сравнению с другими городами в Америке. It's like wild, still people are shooting and killing each other all the time. Люди убивают друг друга So периодически. in the end, nothing really tragic happened, but И big в power конце game. концов ничего трагического не произошло, просто действительно игры власти. In the end, our own commune was broken.